я шью и вяжу, и сегодня хочу показать свою вязальную коробку, недоделанные вязальные штуки и рассказать, чем я буду заниматься на этой неделе. Самый главный челлендж на неделе — закончить вот эту пряжу, потому что я не люблю темные оттенки. В принципе, я даже придумала первый вариант, как ее закончить. Начала делать вот такие вот цветочки, из которых потом сделаю какую-нибудь вещь. Пока не придумала какую. Возможно, это будет какая-нибудь жилетка или топ, что-нибудь такое. Связала в 2 нитки и связала в 1 нитку. В 1 нитку мне понравилось больше, поэтому я буду продолжать вязать в 1 нитку. В этих роликах я хочу показать, как с помощью вязания я буду копить на свою швейную машинку. Сейчас на данный момент у меня есть чуть меньше 7000 из 60. Вот на Бусти, кстати, будет ссылка, где можно поддержать эти накопления. В этих видео я буду делать вещи из того, что у меня уже есть, вязаные в основном. Плюсом я хочу закончить всю пряжу, которая есть у меня на данный момент. Вот такой вот чек-лист у нас здесь. Естественно, это будет все не за один раз, не за одно видео, не за одну неделю. Как пойдет, так пойдет. Просто хочу заснять этот процесс. Плюс еще в этих видео будут какие-то мои рутины, просто жизнь и так далее. Погнали, буду показывать то, что у меня есть. Первое, начнем вот с этого пакета. Здесь у меня что только нет, поэтому начну с него. Здесь есть вязаные цепочки. Куда-то, возможно, можно их интегрировать в интерьер. Пока не знаю. Здесь я училась, я уже забыла, какое название. Называется жаккардовое вязание. Училась вязать в несколько ниток, несколько цветов узор. Идея была сделать повязку на голову. Вроде как вязала по туториалу, но потом что-то пошло не так. В итоге у меня получилось вот такое полотно. Дальше здесь клубок черной пряжи. Пока остается до времен, когда я это куда-нибудь интегрирую. Дальше это просто кусочки пряжи. Вообще не знаю, куда это деть. Здесь очень красивые цвета. Далее просто оставшийся шнур. Я вязала уже черную сумку не для себя. У меня очень давно просто мне хотелось повязать, поэтому у меня есть сколько здесь, 6 штук вот таких вот ярких цветочков. Прикольно было бы их куда-нибудь интегрировать на какую-нибудь готовую вещь. Такие же беленькие у меня есть. Вот беленькие я, кстати, думала пришить, точнее, к красному кардигану. Дальше такой маленький. Пробовала вязать в морской тематике брелочки. У меня была ракушка и вот такая вот звезда. Надо сделать из нее брелок. Дальше у меня идут маленькие бабушкины квадраты из самой разной пряжи. Мне было скучно, и я решила повязать вот такие маленькие бабушкины квадраты. Они все абсолютно в разной цветовой гамме. Еще и вот такие. Некоторые прям прикольные. Вот это мне, кстати, очень нравится. Далее идет основная моя коробка для вязания. Так она выглядит. Я ее показывала также в том видео. Здесь мои любимые цвета, мои любимые пряжи. Это пряжа с пайетками золотая. Я ее много сейчас куда добавляю. Потом моя любимая хлопковая пряжа на бобине. Это уже, наверное, 3-я или 4-я бобина. Я из нее люблю вязать очень. Дальше здесь накрученная в 2 нитки, это же бобина. Дальше здесь вот эти 2 клубочка у меня осталось. Этот уже наполовину использованный, я вязала их для сумки. Набор больших крючков я заказывала специально для того, чтобы вязать сумки из трикотажной пряжи. Это набор иголочек и маркеров, сантиметр. Далее идут это розовые остатки с прошлого видео. Это розовая меховая остатки. Здесь остаточная пряжа от Гетр, который я недавно вязала. Вот здесь покажу кружочек. Я их очень люблю, они мне очень понравились. Очень древняя пряжа, я даже не помню, откуда она у меня. Очень давно, тоже бы хотелось уже закончить. Также у меня есть еще 2 пряжи с пайетками. Набор крючков. Самые, мне кажется, обычные, самые ходовые. Здесь у меня до 12. Остаток трикотажной пряжи. Первая пряжа, которую я покупала, когда в первый раз пробовала вязать. Красная пряжа. Вот эта желтая, тоже древняя пряжа, из которой я делала вот эти вот цветочки. Набор маникюрный, который стал набором для вязания. Первое, что буду делать в этом видео, это вязать вот эти цветочки, которые я вам показывала ранее. Подготовка к дропу. Вот это с крестом голубым хорошо будет, то, что я тебе показала. Точно, да.
из чего делать. На которую лучше клеится. Ну это крупные, хочу маленькие. Там и мелкие тоже есть. О, прикольно, мне очень нравится вот эти вкусы. Слушай, если на леску, это быстрее, конечно, будет. Еще нужно длину померить. Еще мелкие. Если тебе прям какие-то мелкие кулончики, еще нужно. Гармошка прикольная. Здесь проверила, чтобы у тебя не было никаких этих пробелов. Так, все нормально. Угу. Все, зажался? Вроде бы. Нажала. Теперь возвращаешь тросик. Съемку не платишь? У тебя расстояние получилось. Найди место там нормально. Плоскогубцы немножко уже притупились. Вернее, эти кусочки. Нормально, расстояния нет? Вроде нету. Ой, какая умница-то вообще. Всё А что окей. такая умница-то вообще? Красота какая, посмотри. Вообще какая красота. У меня проще, мне кажется, вот с этими, чем с этими, честно говоря. Мы берем колечко, берем одни плоскогубцы, берем вторые плоскогубцы, открываем. Теперь надеваем замочек. Вот такой говорила, мне вот такой нужен. Вот такой? Да. Доброе утро. Вчера мы устроили такой домашний мастер-класс, где делали свои украшения. Я сделала вот такую цепочку для очков. Единственный момент, чтобы это прицепить на очки, мне нужны дужки, или как это называется, короче, специальные крепления для очков. И сейчас мне нужно прикрепить застежку сюда и сюда. К очкам я хочу к своим вот этим присоединить. Я не ношу очки, у меня хорошее зрение. Эти очки мне куплены просто для вайба. В принципе, покупала их для того, чтобы снимать видео в них, чтобы мне придавало это больше экспертности. Но я что-то в них видео-то не снимаю, но периодически ношу. Мне нравится, какой-то другой вайб появляется, когда ты надеваешь очки. Давно хотела такую цепочку. Она прикольно очень выглядит. Здесь украшения всякие. Вчера Мина собиралась. Это новиночка, которую мы скоро опубликуем. Обвесы на сумку, собранные не мной. Это коллаборация. Мне подаренный обвес. Правда, я еще не связала сумку, куда хочу его сделать, но пока ношу на серебряный, покупной. Вот такая застежечка получилась. Вторую сторону. Все, вот так вот две застежки. Они, к сожалению, так не крепятся. Точнее, она не закрывается. Но, кстати, я могу просто вот так нацепить и показать вам, как это выглядит. Вот так это выглядит на мне. По-моему, прикольно выглядит. Как вам? Я, конечно, набирала вчера так, знаете, как душа ляжет. Ну, как мне хотелось. В принципе, так тоже могу носить. Застежка, она не закрывается, да?
Я подумала и решила, что из всех цветочков, которые у меня были, и квадратиков, я сделаю брелки. Эти брелки пойдут в подарки к заказам в Хито. Я подумала, что а чё бы нет, это просто, и можно сделать прямо сейчас. Сейчас будем делать. Громче. Уже 100 часов этого влога наснимала, поэтому решила подвести итоги, показать, что на данный момент есть и какой итог у этой недели. Сегодня пятница, как раз практически неделя заканчивается. Счет в швейной машинке немножечко упала монета. Здесь вы видите, сколько на данный момент съемки этого видео. Плюс я начала вязать и решила, что все-таки буду делать топ. У меня на данный момент 10 штук этих цветочков. Нужно мне всего 40, так что в следующих сериях, так сказать, я продолжу вязать этот топ. В следующей неделе будет уже готов. Также я поняла, по количеству остатков моей пряжи у меня не получится делать что-то полноценное, то есть только аксессуары, поэтому буду сосредотачиваться на аксессуарах в следующих видео.
У меня уже есть парочку идей, ну и, возможно, появятся новые. Спасибо, что смотрите этот канал, спасибо за поддержку. Напоминаю про ссылочку на Boosty, где вы можете поддержать мой канал и накопление на швейную машинку. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, это очень-очень важно. Мне очень важна обратная связь, поэтому я буду очень рада почитать различные комментарии, предложения, что связать, тоже было бы очень кстати. Спасибо за просмотр, всем пока!